В S24 у нас заявлена защита IP68. И хочу отметить, что они обещали. Они обещали другой смартфон. По факту мы имеем плюс 0,1 дюйма относительно S23. И по большому счету все. Ну, сделали они шим меньше. Но насколько он хорош, 40% это хороший шим, как вы считаете? По мне нет. Вот такой вот смартфон. Все тесты я проводил до того, как я его топлю. Почему? Потому что Nubia Z60 Ultra у меня просто в нуле умерла, и это минус 50 тысяч. Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И что это значит? Это значит, что вот этот вот смартфон Samsung S24 мы с вами будем по полной программе проверять. Если говорить о предварительных, скажем, результатах перед этим обзором, разумеется, я уже гонял его в прожарке на Польза стримы. Там вы можете посмотреть результаты тестов в онлайне, как я гонял его 3 раза в Antutu подряд, как я играл, как он сбрасывал яркость, как он перегревался и как он много ел. Но это лирика. Если говорить о не лирике, что этот смартфон может вам предложить? Смотрите, это реально компакт. То есть меньше смартфонов не выпускает технически никто. Да, может быть iPhone 15 где-то там рядом, может быть Asus Zenfone, которые мне не особо импонируют, тоже выпускают компакты, в принципе, в тех же размерах, Ctrl-C, Ctrl-V. Но Samsung всегда, мной лично, что 21, 20, 22, 23 и теперь 24 линейка ощущается плюс-минус так же. На фронтальном модуле у него есть 4К 60 FPS с автофокусом, и это тоже очень круто. Вы видели, как вначале я его топил, IP68. Он поддерживает, я сравню его с iPhone 15 по съемке и по фото, и в целом покажу, что он может на Exynos 2420. На Снэпе, если этот ролик будет вам интересен, я тоже приобрету Samsung и расскажу вам поподробнее. Здесь, как говорится, все зависит от вас. Напишите в комментариях, чтобы купил, куплю, прожарю и расскажу. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в коробке из плотного картона, которую мы уже привыкли видеть, в принципе, у Самсунгов. Упаковка хорошая, но комплект поставки, как всегда, ультра скромный. На упаковке есть изображение смартфона в минималистичном стиле, краткие характеристики и название модели, а в комплекте мы имеем сам смартфон без защитной пленки, кабель для зарядки с Type-C на Type-C, документацию и ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты. А знаете, кто даже кабеля не кидает в комплект? Sony. Но не будем о грустном. На него, кстати, обзор тоже был недавно на канале. Габариты устройства 147 на 70,6 на 7,8 мм без блока камер. А вместе с ним толщина смартфона ровно 9 мм. Вес всего 166 граммов. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется этот девайс в разных вариантах расцветки, такой как желтый, черный, серый и фиолетовый. Что касается дизайна, то Samsung в этой линейке решили уйти от закругленных граней, и теперь они прямые, в руках смартфон ощущается прямо как iPhone 15 Pro. Разумеется, только Samsung гораздо легче, и плюс грани теперь не глянцевые, за что отдельное спасибо. Из рук смартфон не выскальзывает, что хорошо, хотя все относительно. Тот же 15 Pro или 15 Pro Max лежит лучше, если без чехла держать. Покрытие решает. Блок камер выглядит так же, но производитель решил передвинуть LED-вспышку ниже, чем в прошлой модели. Теперь это дело выглядит несимметрично. Ну и плюс вам теперь чехлы надо покупать, если до этого было S23 новое. Далее, тыльная часть выполнена из матового стекла, а рамка алюминиевая. Собран смартфон качественно, материалы отличные, плюс есть водонепроницаемость по стандарту IP68, при этом на борту, к сожалению, нет ни мини-джека, ни ИК-порта. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Притом, несмотря на то, что есть перекос по звуку небольшой, можно все это дело благополучным образом нивелировать через настройки. На борту есть предустановки под разные сценарии использования, Dolby Atmos для игр и даже кастомный эквалайзер. Качество звука хорошее, однозначно объемнее и приятнее, чем в прошлой модели, но сказать, что звучание сильно прям отличается, не могу. Вибромотор тактильно приятный, ко всему настроить силу вибрации можно, но OnePlus вибромотор, по моему мнению, никто не опередил. Опять же, тактильное ощущение во время повседневного использования.
разные. К примеру, у смартфонов Asus вибромотор тоже хороший, но по-своему. И мне, если честно, мощности не особо хватает, но здесь больше, наверное, из-за размера смарта. Хотя кому-то ее за глаза. Через кабель HDMI Type-C можно подключать смартфон, разумеется, к телевизору. Вы получаете DeX-панель. Смарт используется как тачпад, и это довольно удобно. Дисплей Dynamic AMOLED 2X на 6,2 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Получается на 1 дюйм больше, чем в S23, но разрешение такое же. Экран плоский, без закруглений, и защищен он стеклом Corning Gorilla Glass Victus второго поколения. Плотность пикселей 416 ppi, чего в принципе достаточно, но слегка меньше, чем в прошлой модели. И вспоминаем 600 с лишним пикселей в Sony, да? Пиковая яркость отличная, 2600 нит, но по моим замерам экран выдает 620 люксов на 100% яркости и 2100 люксов на пике. Притом слегка рандомно. Почему? Потому что в максимальной яркости, если усиленную ставить, он выдает 1100 люксов, но довольно быстро сбрасывает, особенно в играх, почти моментально. А если говорить про 2100 люксов, в принципе, он ее держит, если вы на него просто светите фонариком. Но если вы выходите на улицу и там плюс 25, яркость довольно быстро сбрасывается. Частота обновления экрана адаптивная от 1 до 120 Гц, заявляет сам производитель, но в простой он почему-то показывает 24 FPS, как и прошлая модель. Может быть, это дело как-то можно решить, но вообще-то решать должен производитель. Тест на частоту дискретизации касания вы видите на экране, результат хороший, мультитач, разумеется, есть, экран спокойный и очень быстро откликается на 10 касаний одновременно, полноценный AOT в наличии, плюс он нового формата, а не старого. Шим поднимается до 45%, да, это лучше, чем шим выше 100%, но это все равно плохо. Притом неважно, какие ты там режим будешь подключать, можно и защиты и всего остального, но 40% это много, очень. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Можно завести 4 пальца, это может быть один и тот же палец, и отрабатывает он супер быстро, но не всегда корректно. То есть у меня из 10 раз 9 он отрабатывает. Распознавание лица срабатывает хорошо, но зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Переходим к самому интересному и неприятному. Установлен процессор здесь Samsung Exynos 2420 с техпроцессором 4 нанометра с 10 ядрами, максимальная частота которого 3,21 ГГц. Графический процессор Samsung X-Clips 940, оперативная память LPDDR5 и доступна только 8 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 для 256 и 512 ГБ, а для версии в 128 ГБ тип памяти UFS 3.1. Ко всему память еще и медленная. И учитывая, сколько занимает система, я вам скажу, что довольно быстро забивается память прям моментально. На 128 ГБ точно не стоит покупать. Один только Genshin 33 ГБ. Интерфейс One UI версии 6.1 на базе Android 14 версии. По поводу того, где у нас снэпы, они продаются в Европе и в США. И количество рынков, на которых продается на Snapdragon 8 Gen 3 довольно малое. Но я тестировал, считайте, самую простую модель. На Gen 3 тоже куплю и потестирую, расскажу вам. Смартфон поддерживает функцию Samsung DeX, Android Auto, SmallThings, Smart Switch и большое количество различных и полезных функций. Плюс есть технология Galaxy AI с такими функциями, как синхронный перевод, хотя, опять же, русского там пока нет, чат-ассистент, умный редактор, поиск по выделенной области и все, как вы уже поняли, на базе искусственного интеллекта. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E версии, отмечаем сразу, что это не 7-я, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже, и поддержка eSIM. Для 4G бенды 7 и 20 на борту, связь смартфон ловит хорошо, датчик приближения не глючит, запись разговоров в стоке отсутствует, что неудивительно. Bluetooth предпоследней версии 5.3, непонятно опять же, почему не 5.4, список поддерживаемых кодеков вы видите на экране, и он максимально скромный. Для бесконтактной оплаты есть встроенный NFC-модуль, и GPS-тест в среднем показывает точность 3 метра. Переходим к самому интересному. Емкость аккумулятора 4000 мАч. В PC-марке он выдал отличный результат в автояркости, опять же, в темном помещении и автогерцовке в 9 часов 8 минут. Это прям космос. Тест я проводил при 120 Гц, но опять же он по-любому их сбрасывал. Смартфон поддерживает проводную зарядку до 25 Вт, беспроводную на 15 Вт и реверсивную. Чтобы сориентироваться, как быстро он заряжается, за 25 минут он заряжается иногда на 50%, за 20 на 35, за 30 на 56, за 52 на 90 и за 1 час 4 минуты на 100% он у меня заряжался. При просмотре роликов на YouTube за 1 час уходит, внимание, барабанная дробь 12%. И это прям космос. В Diablo за 1 час уходит 24%, в PUBG 1 час 27% заряда. Притом сбрасывает яркость уже через полчаса, до 300 люксов. Играть максимально некомфортно, он максимально
максимально неигровой, я думаю, вы об этом догадываетесь. В Genshin Impact 30% поедает за час, что тоже неудивительно. Повторяюсь, неигровой, тем более на Exynos. Перейдем к тестам. Процессор тротлит, но тест он проходит не совсем мрачно, опять же, для этого процессора. 295 гипсов минимально, максимально 392 гипса и в среднем 331 гипс на 100 потоках при 60 минутах. Сколько он выбивает в Geekbench и в 3D Mark вы видите. По поводу стабильности в 3D Mark я могу сказать, что, конечно, плохая стабильность с одной стороны. С другой стороны, он прошел все это дело без морозилки, в отличие от всех Red Magic'ов и ZTE всяких, и это хорошо. То есть, в принципе, несмотря на то, что процессор не очень удачный, опять же, по моему субъективному мнению, и стабильности у него мало, все стресс-тесты он прошел. Storage-тест показал очень скромные 58 тысяч, что неудивительно, потому что у меня, еще раз повторяюсь, с медленным типом памяти смартфон. К слову, про Antutu, когда идет 3 прогона с 1 миллиона 600 тысяч баллов, он падает до 1 миллиона 200 тысяч баллов. Переходим к камерам. Основной широкоугольный сенсор Samsung GN5 на 50 мегапикселей с апертурой 1.8, двухкратным зумом оптического качества, оптической стабилизацией и разрешением для видеосъемки максимальным 8К 30 FPS, 4К 60 FPS и ниже, но 120 FPS для 4К здесь нет. Далее мы имеем телефотосенсор на 10 мегапикселей с апертурой 2.4, оптическая стабилизация трехкратным оптическим зумом и технология Dual Telezoom. Последний сенсор это ультраширик на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и апертурой 2.2. Автофокус Dual Pixel, фронтальный сенсор на 12 мегапикселей с автофокусом, находится в верхней части экрана по центру и максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 60 FPS. Что по меню вы сами видите, есть замедленная съемка Ultra HD в 120 FPS. Короткие примеры вы сейчас увидите и сравнение заодно с iPhone 15. Что понеслась 4К 60 FPS, iPhone 15 против S24. И могу сказать только одно, что сейчас я могу сделать на iPhone вот так, а на Samsung нет. С другой стороны, у Samsung есть X10, а у iPhone максимум 15 есть X6. При том, что и там все плохо, конечно, с этими иксами ночью. Вот сейчас X6 на Самсе, но на Самсе хуже. Напоминаю, что у меня на Exynos, и, допустим, те же брать Ультра, на Exynos получше сенсор. Поменьше апертура, правда, вот, в общем, там химия ультра. Когда буду ультра тестировать, расскажу вам. Ну а сейчас пока S24, и единственная миссия это пройтись в ночи с ним и чуть-чуть оценить, насколько 15 лучше или хуже. Сразу скажу, что я в сравнениях теперь буду оставлять и сравнивать Android с Samsung. Только, наверное, с Samsung на Qualcomm-овском S24. Вот. А яблоко уже все, хватит. Только 15 Pro Max буду сравнивать. Что iPhone 15 канул в лету в интересах пользователей. Все равно, кто хочет, тот купит, несмотря на 60 Гц. А 15 Pro Max это, считайте, то же самое 15 Pro, только телевик X5. И в целом вот так вы сможете ночью снимать. Ха-ха-ха. Ни там, нет в 4К 60 FPS на фронталку подсветки. И, в принципе, и там все ночью ужасно. Ну, вы и так видите. 4К 60 FPS, съемка с двух рук и яблоко против Samsung S24. Да, ну, здесь ладно, здесь я говорю в сравнении, какое разрешение. Ультраширик 4К 60 FPS в сравнении с Samsung с яблоком. Сейчас основной модуль 4К 30 FPS, при том почему-то в 4К 30 FPS Samsung показывает мне максимальную размер файла 45 минут 15 секунд. Не знаю почему. И, конечно, шумов и гигей. Но можно переходить на ультраширик зато. Притом непонятно, почему в 4К 60 FPS нельзя, потому что 4К 60 FPS ультраширик снимает. Еще раз 4К 60 FPS, но 4К 60 FPS он снимает только у iPhone, ладно. А если говорить про Samsung, почему-то в 4К 60 FPS он мне показывает ограничение в 30 минут съемки. Вполне возможно, у меня смартфон забит, наверное, или я не знаю почему.
И вот так максимальный зум X6 против X10 на Samsung. Видео на фронталку 4К 60 FPS ночь. Видео на фронталку 4К 30 FPS с небольшим освещением. И вот так сможете снимать себя либо на Sams, либо на яблоко. Ультраширик 4К 30 FPS. И вы видите, какая разница по ультраширику. Поэтому сравнивать их особо смысла нет. Не особо, а вообще никакого смысла нет. По основному модулю. И это уже 4К 60 FPS. Так сможете снимать. Еще немного 4К 60 FPS, плавно, спокойно, размеренно. И все. Можно позумировать чуть-чуть. Главное, чтобы не выпали у меня смартфоны из рук X10 и X6. Если X6 поставить на Samsung, вот так оно будет. Все, X6. Так сможете снимать. Ну и практически уже окончательное сравнение. Почему? Потому что, давайте будем честны, вот это вот все дело, что я снимаю, на Samsung будет допилено. Это прям тулярд процентов. Насколько допилено, мы узнаем позже, потому что если вы накидаете лайков и напишите, чтобы я купил еще на Снэпе 24-ю S-ку, я ее прям оставлю. И когда я ее оставлю, мы сможем как раз ее по-нормальному сравнить, когда пройдет какое-то время. Есть вероятность того, что они не особо сильно допилят, но я не скажу, что сейчас у них плохая какая-то съемка. Но вот нет плохой там съемки. Просто она с определенными недостатками. И все. А в целом очень даже неплохо. Ну и 4К 60 FPS при хорошем освещении. Тоже финальный забег. Вот так примерно сможете себя снимать. Комплементарно и не очень. С разных ракурсов, с разным освещением. Солнце в лицо, солнце в сенсор, Samsung и яблоко. И в целом, что один, что второй смартфон неплохо снимает. Как яблоко снимает, я оценить сейчас не могу. Как Samsung снимает, оценить не могу, потому что на все это надо смотреть на компе. То, что вы, в принципе, и будете делать. Ну что, начинаем сравнивать камеры с основных модулей у Samsung и у яблока. Если говорить про цвета, здесь яблоко по мне ближе. Опять же, то, что я видел по цветам. А если говорить про какие-то детали, смотрите, фотографировал я из тени, получается. И по детализации iPhone по мне уделывает, опять же, фотик от S24. Но снова мы это все делали в 12 мегапикселей. То есть, если мы фотографировали бы в 50 мегапикселей, яблоко бы проигрывало 100% по деталям. В целом, у Samsung замыленных краев нет. По фокусу есть у меня претензии к нему. Допустим, вот камень, опять же, фокусировка на воде, как воду сфотографировал. Я уверен, что Samsung еще допилит миллиард раз. Как раз в снэповской версии увидим. Если же сравнивать фронталки и говорить про фронталки, здесь чуть-чуть другая история. И хотя мне больше импонирует, как фотографирует яблоко, Sharp здесь просто дикий, шумов просто море. И Samsung в тех же самых условиях показывает лучший результат, пусть даже по детальности он и проигрывает, но однозначно камера у Samsung на фронталке ночью отрабатывает лучше. Вообще для яблока, что для основного модуля, что для всех остальных, ночь это, мягко скажем, проблема. Они не ориентируются на это вообще никак. С другой стороны, никто не будет вам ничего снимать без дополнительного освещения, и это в принципе логично. Никакие фильмы, фото или еще что-то. Ночная фотография, собственно, Samsung
и на яблоко, на основной модуль от Samsung. Все плывет, исходники я скидывал в личную телегу, и я вам скажу, что радости от этих исходников очень мало, и то, что вы видите вот здесь, то есть здесь полнейшее мыло, оно абсолютно полностью отражает практически все фотографии на Samsung ночные. Мне кажется, что алгоритмы еще не допилили, даже я в этом на 99,9 в периоде уверен. Поэтому и дымка, и все остальное. Нет, я камеру протираю. Я не знаю, в чем причина. Притом самое обидное, что сколько я не ждал, что придет обновление, я не выпускал первым, хотя мог побежать в магазин и купить. ВОЗ и ныне там, прямым текстом. Ну, еще немного простой фотографии. Здесь у нас освещение естественное, с правой стороны. И если сравнивать яблоко с Samsung, даже в таких великолепных условиях, яблоко уделывает во мне Samsung во всем. И в деталях. Ну, вот посмотрите, как поплыло изображение у Samsung. У яблока тоже не все великолепно, но, мягко скажем, все плохо. Поэтому сравнивать сейчас фотографии с чем-либо я бы не стал еще месяца полтора, пока они их не допилят. И, может быть, они, конечно, убились по ИИ, но очень сильно зря, потому что в итоге у нас получается какая-то довольно неудачная история. Вот смотрите, при недостатке освещения вообще какая-то беда у Samsung 24, то есть удачных фотографий у меня практически нет. Понятно, что можно выискивать что-то и показывать вот так, и говорить, что ну вот в перспективе все будет красиво, место сложное, выдержка чуть-чуть не та в автомате, но нет, фотографии на данный момент по мне ужасны, потому что мы все знаем, что он может. У меня нет тремора, вот как могла быть фотография вот такой, при нормальном относительно освещении, я не понимаю. Разумеется, можно показать относительно удачное фото, потому что фронталку они довольно неплохо настроили. Но основной модуль ультраширик и вообще в целом ощущение от девайса, что он максимально недопилен. И даже размытие здесь какое-то слишком грубое. Понятно, что его можно настраивать, но вот это вот ИИ можно было бы настроить намного, повторяюсь, лучше. Что будет, если смешать фудблогинг с подсъемом, да? Вот так сможете снимать свою еду, если кому-то это надо. И нет, я ее как телефон поворачивать не собираюсь. Фронталка 4К 60 FPS. И вот так примерно вы сможете себя снимать ночью. А зачем я сказал 4К? Может, договорить? Всегда. Всегда. Очень мне непривычно, что нельзя на ультраширик переходить, прям вообще, прям очень сильно непривычно. S24, ну как так? Как так? К слову, все это дело в чехле у меня происходит, вся запись. И всем, кому кажется, что я Samsung ругаю, друзья, смотрите мои топы, вы очень сильно удивитесь. После всех этих слов в обычных обзорах, в топах, я пою им чаще всего дифирамбо. И не зря. В этот раз я успею. Как всегда. Делаем еще кофе. Это уже 6-й чайник сегодня. Все ради контента. Сейчас пить кофе не собирался, но буду. Плохо помыл, не критично. Вот так примерно вы сможете снимать, как вы делаете кофе в гейзерной кофеварке. На S24, кстати, безумно бесит долгая обработка фотографий. Двойная запись. Можно менять. Квадратик можно двигать. Портретное видео. Неплохо. Неплохо. Как говорится, когда вы хейтите яблоко и говорите, что ничего не поменялось у них за 3 поколения, я вам скажу, что по съемке у них космос просто разница между 13-м и 14-м. Ладно, между 13 и 15 айфоном. А если говорить про S23, S24, то это фактически копипаст. Плюс, да, то, что яблоко вынудили Type-C-шник запихать вместо Lightning, тоже круто. Вот так S24 в 4К 60 FPS вам будет снимать в чехле. 4К 60 FPS, не рассказывайте мне, что они везучие. Сейчас китайский Новый год, просто бешеное количество людей, наверное, в раз 5 больше, чем обычно. И у меня столик в центре, без записи, просто вот так. И фронталка вот так будет отрабатывать. Немного ночного кофе на ультраширик, и лучше так не делать. 4К 60 FPS. 4К 60 FPS, основной модуль, и вот так вы сможете снимать себя, но что-то мне странно не получается. На ультраширик
У тебя обзора, да, Samsung S24? Сначала вон тут ты мне выдал какую-то дичь, а потом... В общем, по умолчанию все съемки в максимальном разрешении, если я говорю разрешение, то только меньше. Хорошо, что можно переключаться на фронталку, но она здесь относительно основного модуля, вы сами слегка слабее. Очередной фудблогинг, здесь немного пицца, немного меня в ночи. 60 FPS, фудблогинг. Так, рыбу я не хочу. И снимать тоже не особо ее хочу. Ну вот таких много всяких штук. Еще основной модуль. Жаль на ультраширик не перейти. Можно только, получается, 10 делать. Но лучше не делать. Как говорится, а еще впереди десерты. Вот так. Освещение, понимаете, да, какое примерно? Очень противное. Первый раз вижу, чтобы кто-то здесь брал суши при живой красной рыбе. Чего здесь самое сложно доставаемое — это сыр и хлеб. Первый раз здесь вижу дронов. Летающие змеи такие. Это телевик. Так, уже улетел, все. Дрон улетел. Это на телевик. Еще немного еды, совсем чуть-чуть. И еще фудблогинга. Вот это лучше уже не смотреть, да? Куда без кота? Кстати, продает за, получается, 9000 рублей, но без документов. Очень классный кот. US-24 снимает его неплохо. Ему все равно, он уже привык. Тоже по катушке на основной камере, и не буду говорить, какое разрешение, вы и так догадываетесь, потому что весь ролик в одном разрешении, если я не говорю про какое-то другое. У меня вообще все ролики в разрешении 4К 60 FPS, иногда ночью я включаю 4К 30 FPS. Но сейчас для примера переключу. Вот сейчас 4К 30 FPS, через ультраширик мы снимаем, и ну такое. Опять же, я не могу сейчас вообще на экране никак оценивать, наверное, в первую очередь, потому что я еду. А так как я уже несколько раз платил за то, что я не вовремя тормозил, я думаю, что лучше я на экран смотреть не буду. А потом вы уже сами для себя прокомментируете, когда скачаете исходники, насколько хороша съемка. Но Samsung, это факт, в принципе, как и все, допиливают возможности видео чуть-чуть позже. У меня обнов не прилетало до сих пор, это очень удивительно. Я надеюсь, что до издания обзора что-то еще поменяется. Но пока вот так. Если уходить на основной модуль, это будет вот так, это X1. Все еще в 4К 30 FPS снимаем. И без кружочка X3, это телевик, будет вот такая съемка. Можно или не можно, 5 секунд. Нет, кружочка у меня... Но можно переключиться на фронталку. Тоже в 4К 30 FPS. Как говорится, левой рукой снимаю. Разумеется, лучше, очень удобно после 15 Pro Max. Но это примерно аналог 15 Pro от Яблока, если кто-то с ним ходит. Может быть, даже чуть-чуть проще и легче. И довольно удобно, что камера практически не выпирает относительно, опять же, чехла. Плавненько основной модуль. И обратно. Минусы — это скромная яркость на 100%, безумно быстро поедающая батарею система, очень скромная зарядка, скромный комплект поставки, не как у Sony, правда, но все равно скромный. Все равно большой шум у экрана, и будем считать, что виновник всех бед процессор Exynos, пока я не тестировал Samsung на Qualcomm. Плюс память очень медленная, опять же в минималке. Система занимает довольно много места. Отличия от прошлых моделей минимальные. А учитывая, что они делают с прошлыми моделями, как они просто ухудшают камеры, примерно так же, как, кстати, делали OnePlus со своими нордами. Вся эта поддержка на 7 лет кажется довольно забавной. Вы покупаете смартфон и через 3 года получаете тыкву благодаря обновлениям от Samsung. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там всегда много полезного. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто. Можно долго рассказывать про то, что 7 лет обновлений, они по большому счету ничего не значат.
значит, как я уже и говорил, потому что, скорее всего, они ухудшат камеру, еще что-то сделают с этими обновлениями, чтобы вы пошли и купили новый какой-нибудь Samsung S27. Хорошо, с 24-м вы проходите, когда выйдет 25-й, 26-й, но то, что, скорее всего, вы уже будете брать 27-й, это очень вероятно. Если говорить про само устройство, куда бы я хотел, чтобы Samsung шли. В первую очередь, это чтобы добавили сюда карту памяти, как те же Sony. Во вторую очередь, чтобы добавили мини-джек, потому что это тоже многим не мешает для того, чтобы иметь влагозащиту. Ну и, разумеется, каким-то образом допилили, в принципе, экран у себя, наконец-то, потому что шим космический, и многим это будет важно. Понятно, что это не игровой смартфон, понятно, что это больше смартфон про камеры, но тогда вопрос, что они делают с тем же ультрашириком, и почему они не пытаются двигаться вперед хотя бы в съемке в 4К 120 FPS, которую могли бы они рано или поздно добавить. Я понимаю, что это все мои хотелки, резюмирую, но они как раз подводят к тому, что если у вас в руках S21, S22 или S23 и вас все устраивает, нечего менять. Ну вот незачем. Хотя в S23, к слову, даже на самом начале продаж, когда я его тестировал, с автономностью было все значительно лучше, чем здесь. Опять же, по моим ощущениям. Если говорить про конкуренцию с другими брендами, я повторяюсь, что в этом форм-факторе, в этих размерах, выпускается довольно малое количество Android-устройств, и чаще всего они не будут А-эшелона, это будет, может быть, красивый Meizu, который понятно кого копируют. Из интересного и компактного у нас уже в принципе ничего нет. Поэтому, что бы кто вам ни говорил, какие бы результаты тестов мы бы не получали, блогеры. Если вам нужен компакт, альтернативы в принципе только у Samsung. На пользу NetLife можете посмотреть обзор одним кадром, что может этот смартфон. Есть много претензий по поводу переключения камер, допустим, 4К 60 FPS с ультраширика на основу. По поводу всех ИИ, что здесь есть. Почему я это дело не показывал? Потому что программ, которые это делают, море. Как было, так и осталось. Я понимаю, что каким-то образом надо устройство новое пиарить без чего-то нового. Вот они так и делают. Вы можете вырезать, заменять фон. До этих фоторедакторов было море 5 лет назад. Ну да, становится все проще. Сказать, что здесь какой-то там вау, как у Google, эффект улучшения видео, фото, изменения фотографий нет. Насчет переводов, я повторяюсь, для нас это не особо актуально, потому что русский это дело не поддерживает. А вообще переводчик покупаете за $50 и катаетесь везде с офлайн переводом. Девайсу от меня однозначное да в отрыве от стоимости. Скорее всего, как бы я сейчас его не ругал. Можете со мной не согласиться, надеюсь, что кто-нибудь в комментариях напишет, какие вы для себя видите альтернативы в этом форм-факторе. Девайсу, повторяюсь, от меня однозначное да, когда он станет дешевле в рублевом эквиваленте на процентов 30. И, разумеется, брать только на снэка. Добра и удачи вам, дорогие друзья.